Всем привет, меня зовут Ируша, я возвращаюсь в эфир, мне нужно было накопить немножечко энергии. Я сегодня буду говорить на тему того, нужна ли женщина мужчине в современном мире и наоборот, мужчина женщине. Ну, в последнее время часто очень много можно услышать от мужчин возмущений по поводу поведения женщины, по поводу того, что одна только все требует, и вообще зачем женщина нужна, она только выносит мозг, высасывает ресурсы, потом еще после расставания много боли, и вообще бессмысленно все это. Если раньше, например, в первобытное время ничего не было, и мужчина ходил на охоту, добывал мамонта и приносил женщине, она его готовила, то сейчас готовит все мультиварка. Сейчас стиралка может все постирать. И, в принципе, я даже не буду рассматривать бытовые моменты, потому что, реально они сейчас никого не интересуют. И потом сейчас есть мужчины, которые, не то что сейчас, но, в принципе, есть мужчины, для которых это не главное. Вот не главное для человека, чтобы женщина была только с набором посудомойки, уборщицы и все остальное. Выходит на другие вещи, в главное, скажем так, в топик. И что здесь на первом месте выходит? Наверное, физиология сейчас. Вообще сейчас время такое инфантилов, эгоистов. Транслируют где-то в каких-то источниках, что вот круто жить одному. Но с одной стороны, да, ты никому ничего не должен, ты никому ничего не доказываешь, тебе реально никто не выносит мозг. Ты живешь себе, что-то там на работе делаешь, свои деньги на себя тратишь. Вот я там читала на форуме, парень описывает. Вот я зарабатываю там, к примеру, 120 тысяч. Вот из этих 120 тысяч, когда я жил с девушкой, у меня оставался 0. Просто zero, естественно, потому что у девушки все запросы росли, сначала ноготочки, потом и косметолог, и реснички, и это понятно, да, девушки в принципе устроены так, что и девушкам все время нужно что-то улучшать, поэтому мне кажется, что им принеси сначала 100 тысяч будет мало, потом еще больше, и этого будет мало. Вот сколько ты не принесешь девушке, столько, мне кажется, что будет все равно мало. Потому что женская природа так устроена, что женщине всегда хочется все улучшать. Это связано и с какой-то обстановкой в квартире. Потому что если мужчине абсолютно спокойно, он может жить 20 лет с одним ремонтом, то женщина даже из той мебели, которая есть, хочет через какое-то время сделать перестановку, стол поставить на другое место, еще что-то. А потом этот парень пишет: я расстался с девушкой, и что вы думаете? Я все равно я покупаю себе какие-то вещи хорошие, одеваюсь хорошо, и это, и то, и хожу с парнями, с друзьями в хорошие места. И у меня еще остается 50-60 тысяч, я могу откладывать спокойно, даже при том, что цены растут. Вот. И парень для себя сделал вывод, что вот это гораздо лучше, чем быть с девушкой. Но здесь нужно все, конечно, очень глубоко смотреть, потому что от прям начала знакомства, смотря с кем вы знакомитесь. Вот два варианта. Либо это человек, с которым вы понимаете, что вам жутко интересно, вам хочется, чтобы этот человек присутствовал в жизни. Сейчас уходят вот эти какие-то человеческие ценности. Сейчас девушку рассматривают тоже как, какой-то, не знаю, как покупку айфона, ты либо можешь себе это позволить, этот дорогой айфон, либо нет. И парни отказываются от покупки. Я же могу со старым походить, и вот они отказываются. Удобнее, естественно, когда у тебя уже постоянная какая-то девушка есть, которой ты приходишь и тебе не нужно каждый раз ухаживать за новой девушкой, платить за нее, водить ее в какие-то рестораны, как-то ее подарки какие-то дарить, для того, чтобы получить, справить свою физиологию. Мужчина, конечно, озабочен этой темой, и многие мужчины сейчас пишут, что да, это в интернете я могу все посмотреть. В интернете это хорошо, конечно, но это же не живой человек.
и ты не получаешь эмоции от этого. Это как онлайн, все онлайн, ты просто выключил, а представляете, интернета не будет. В какой-то момент просто интернет вырубится. Все, у нас интернета не будет. А такое может быть абсолютно. Вот мы живем сейчас в мире интернета, а потом нам докажут, что зачем нам интернет? И интернета больше не будет. И что вы будете делать? Никаких ни сайтов знакомств, ничего. Вот пойдете знакомиться. Да, именно так и будет. И потом, мне кажется, еще все-таки у нас существуют роли такие заложенные природой, когда мужчина хочет стать папой. Я, например, знаю множество мужчин, которые просто обожают детей, которые даже уже с молодого возраста, они хотят стать хорошим отцом, папой, они понимают, что они будут таким. Но это тоже все очень дорогая история, на это нужно большие деньги на семью, на детей. Дети — это вообще просто там бюджет, он просто сразу растворяется. Это тоже нужно понимать, потому что, опять же, во времена, когда и мужчины и сейчас не берут никакой ответственности за свои действия, во времена, когда вот не просчитывается и не думается о том, как будет дальше, а живут вот только сегодняшним. Вот увидел на втором свидании, там, они уже в близости, а что дальше? Вот на близости долго не уедешь, но она есть. Все очень быстро пресыщается на самом деле. Тоже пишут: зачем я путешествую один, я все делаю один, круто. На какое-то время круто. А дальше что? А для чего ты все это делаешь? Попутешествуешь ты долгое время, но все равно хочется рядом видеть человека, радовать его. Если я говорю о нормальных базовых человеческих желаниях, потому что, опять же, мы уходим от своего «я», мы уходим от своего человеческого сейчас, и больше люди направлены на то, чтобы что-то купить, заработать, бегут куда-то, абсолютно не задумываясь, в чем смысл жизни, для чего ты все это делаешь. Будешь ты жить один, ты живешь, окей, ты путешествуешь один, ты зарабатываешь для себя, ты живешь в свое удовольствие. А дальше что? Для чего ты все это делаешь? Я просто не понимаю. Также я сама себе задаю вопрос. А для чего дальше я буду в жизни достигать, делать? Для себя самой сказать, что да, это круто, я это сделала. Это да, но человеческая потребность все-таки в том, чтобы отдавать что-то. Если бы вы чувствовали это состояние, когда вы наполнены полностью любовью, вы бы хотели делиться с этим. Потому что это так работает. Когда вы наполнены, вы хотите, чтобы рядом с вами тоже люди ощущали это. И это нормальное человеческое качество. Почему, например, богатые люди, они занимаются благотворительностью? Потому что у них настолько предостаточно денег, даже больше, чем им нужно. Скорее так, поэтому они делятся с этим, потому что у них есть уже все это. И потом мужчина не сможет реализоваться как отец без женщины, так же как и женщина, как мама, родить ребенка. Поэтому это тоже скрепляет и дает понять, что без женщины все равно. И также у мужчин есть желание встретить какую-то идеальную партнершу. Поэтому я тоже знаю случаи, когда мужчины не вступают в брак, они оказываются холостяками, потому что есть определенный образ, то идеальный, а он не встречается. Здесь сложный момент, потому что он может никогда не встретиться на самом деле. Мне кажется, что и у девушек многих есть идеальный партнер, но здесь жизнь, она все-таки сложнее, и ничего не будет идеально, на что ты просто готов согласиться. Чтобы это был хороший человек, но он будет разбрасывать носки, которые по квартире, и тебя это будет раздражать.
Или тебе важнее, чтобы он не разбрасывал носки, но ты можешь как-то поступиться его качествами. Поэтому идеально может быть, не знаю, твой проект в жизни, что-то такое, переключить просто свое внимание, просто как совет, на какую-то реализацию себя, сделать что-то идеальное, другое, не ждать идеал от человека, потому что каждый человек не идеален, и мы сами не идеальны, у каждого есть свои недостатки. Потом есть такая фраза, что все войны происходили от женщин, за женщин. Ну, как бы она условная, конечно, не все войны, далеко не все, но тем не менее, там, Троянская война за Елену Прекрасную. И задайте себе вопрос, для чего вы в жизни все делаете? Для чего все эти крутые машины, все эти там соревнования, и между тем, кто круче на работе? Для чего? Важный момент у мужчины, я думаю, если бы мужчины размышляли так, что вот есть женщина определенная, но опять же, ну, в ней есть какие-то вот недостатки, да, и готовы, или она себя показывает, не знаю, там, с какими-то там стервозными какие-то стервозные у нее есть поступки. И здесь вот надо ответить себе честно, готовы ли вы это терпеть от этой женщины? Если да, то тогда это ключ к хорошим отношениям, потому что и надо себе задавать с самого начала эти вопросы и отвечать на них честно. А люди быстро вступают, быстро отношения делают, все физиология, все круто, я тебя люблю, там все, а потом через какое-то время, как по Биг Бидеру, любовь живет 3 года, пелена вот это сходит, вот это вот, кстати, состояние влюбленности, оно же для этого и существует, вот это природой заложено. Потому что мужчины там, выбирают по запаху, и мы чувствуем вот, партнера, как-то там самца, который вот, может родить нам здоровое потомство. Это вот так вот, как состояние влюбленности. Да? И застилается глаза пеленой, и люди не видят недостатков, они видят все только самое лучшее. И вот для этого и создан этот период, чтобы люди не видели ничего и быстро создали потомство. И только потом, что меня всегда удивляло, люди начинают выяснять, а кто рядом с ним. А оказывается, что это вообще совершенно чужой человек, который вообще ни по каким ни ценностям, ну ни по каким вообще сторонам не подходит по жизни. И поэтому для того, чтобы не разочаровываться и не было вот этих постоянно обсуждений, что да женщины такие, вы сначала узнаете, кто рядом с вами, не спешите, не сближаться, послушайте, что говорит, послушайте, какие цели, похожи ли они на ваши цели, осознаннее просто подходите к выбору партнера, а мы порой вещь какую-то можем дольше выбирать, чем человека, с которым мы будем жить, и более того, от которого мы будем рожать детей. Вот это меня тоже всегда удивляло. Поэтому ну, нету понимания, у многих нету понимания, как строить правильные отношения. Поэтому столько разочарований и такое количество огромное разводов. И люди просто говорят, что лучше быть одному. И очень хочу, чтобы люди не относились потребительски друг к другу и заглянули в себя и задали себе действительно вопрос, а для чего я тогда все делаю в жизни, а хочу ли я отдавать что-то в своей жизни другому человеку, есть ли у меня потребность, потому что я думаю, что у каждого нормального человека она есть. Просто люди сейчас тоже потерянные многие, без какой-то цели, нужно укреплять себя и нужно работать над собой, и тогда будет совершенно другое понимание, будет другая картинка мира, потому что женщина, на самом деле, она может дать раскрасить эмоциональный фон мужчины. И это тоже важная задача для женщины. И мужчинам тоже это интересно. Мужчинам этого хочется, быть в этих эмоциях.
И женщина может окутать заботой, и мужчина с женщиной может проявить себя настоящим мужчиной, может проявить себя и защитником, и быть сильным, и быть лучшим, потому что не будем забывать про фразу, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, и это действительно так. Многие мужчины сделаны своими женщинами, и поэтому вот это вот просто не нужно где-то ты услышал и все, и пошло. Вот женщина не нужна, нужно разобраться для самого себя, а действительно ли это так. Поэтому я желаю всем хороших выходных. Вот такое видео получилось. Увидимся в следующем видео очень скоро. Пока.